Лунный календарь на май 2022 года. Приветствуем вас, дорогие подписчики и гости на канале Знамения. В данном видео вы узнаете информацию о том, какие дни будут наиболее благоприятными, а какие неблагоприятными в мае 2022 года. Знать это будет полезно абсолютно каждому человеку, ведь в таком случае можно составлять планы и знать, что все ваши начинания будут иметь положительный исход. Приятного просмотра! Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть первыми зрителями. Сила Луны больше отражается на женской половине человечества. Мужчины же, дети Солнца, подвержены влиянию в новолуние, когда Луна и Солнце находятся на одной прямой. Критическими моментами являются дни перехода из одной фазы в другую. Луна имеет сильное влияние как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние человека. Определенные лунные дни как нельзя лучше подходят для свершения новых дел, для заключения сделок, улучшения состояния здоровья. Неблагоприятные же дни могут подпортить даже самые продуманные планы. Подробный точный лунный календарь на май 2022 года поможет вам жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой. Вы точно сможете узнать, когда будет ближайшее новолуние и полнолуние, дата, какого числа, точное время, а также поможет подробно и правильно узнать, когда будут благоприятные дни или неблагоприятные дни в мае. Множество людей верят в роль зодиакального гороскопа и пользуются им в выборе себе партнеров. Опытные садоводы-огородники опираются на рекомендации точного лунного календаря для выращивания овощных культур. Но мало кто задумывается о том, что Луна управляет всеми сторонами нашей жизни. Поэтому необходимо знать о сильных и слабых фазах планеты, чтобы правильно планировать свою жизнь. Определить день свадьбы или устроиться на работу, начать ремонт или лечь на операцию. Нужно заставить Луну работать на себя, чтобы достичь успеха как в любви, так и в бизнесе. С 1 по 15 мая – растущая Луна, новая молодая нарастающая восходящая Луна, новый молодой месяц. С 17 по 29 мая – убывающая Луна, старая нисходящая ущербная Луна. С 31 мая – растущая Луна. Дни растущей новой молодой Луны – это хорошие, благоприятные и удачные дни, можно начинать любые новые дела. В эти дни можно строить планы на будущее, принимать важные решения, это самое благоприятное время начинать диету, худеть, начинать бороться с различными вредными привычками, бросать курить и многое другое. Удача и успех в бизнесе и в вашей личной жизни будут обязательно сопутствовать вам в благоприятные дни растущей, новой молодой восходящей и возрастающей Луны. Благоприятные дни в мае 2022 года. 1 мая – прекрасное время для работы в финансовой сфере. Удачно закончатся переговоры, сделки и любые финансовые операции. Вы можете составлять планы, решать давно накопившиеся проблемы. Вечер следует посвятить себе и провести его культурно, сходить в ресторан, театр, кино, или просто обеспечить себе уютные домашние условия. 2 мая. Вложения, сделанные в этот день, обеспечат вам прекрасные доходы в будущем. Возможен рост по карьерной лестнице, поэтому приложите максимум усилий на своей должности. Новые знакомства перерастут в нечто большее. Ваша жизненная энергия будет бить ключом, поэтому направьте ее в наиболее продуктивное русло. 6 мая. В этот день можно приступить к работе над новыми проектами, развивать возникшие раньше идеи и решать накопившиеся проблемы. Есть шанс перейти на новый уровень в личных отношениях с близким человеком. Организм будет накапливать силу, и это будет заметно во всех сферах жизни. 10 мая. Успешно завершится начатая в этот день кропотливая работа. А если вы будете активно заниматься своей финансовой деятельностью, то она обязательно принесет вам отличный результат. Этот день удачно подходит и для того, чтобы начать самосовершенствование. Можно посвятить время творчеству, любимому человеку или своему духовному состоянию. 13 мая. Не стоит начинать новые грандиозные дела. Большую пользу принесет завершение того, что было начато давно. Выделите время для анализа своей жизни, ведь вы сможете найти свои ошибки и извлечь из них важные уроки на будущее. Многим людям захочется в этот день творить и демонстрировать результаты своего творчества всем вокруг. 20 мая. В этот день ожидается всплеск жизненной энергии, поэтому ею обязательно стоит воспользоваться. Полезным будет внести в свою жизнь что-то новое и непривычное, к примеру, начать новые романтические отношения или просто перейти на более активный уровень.
Можно заняться саморазвитием в любых его проявлениях. 21 мая. Очень удачный день для решения вопросов с недвижимостью и улучшением своих знаний в привычной области. Новые знания, полученные в этот день, навсегда отложатся в вашей памяти. Пользу принесет любая физическая активность, особенно та, что связана с водой. Чтобы отвлечься, можно отправиться в поездку. 31 мая. Энергия будет переполнять, поэтому ее срочно нужно направить на решение важных задач и выполнение активных дел. Порадует и интеллектуальная активность, которую следует использовать для добывания новых знаний. Есть возможность завязать новые отношения и наладить свою личную жизнь. Если же вы уже находитесь в отношениях, то самое время перейти на новый уровень. Обратите внимание, даты, которые не упоминаются в данном видео, относятся к нейтральным. То есть их нельзя назвать ни плохими, ни хорошими. Приветствуется стабильность. Можно заниматься хорошо налаженными делами, развиваться, учиться и заниматься своим здоровьем. Вместе с тем не рекомендуется принимать поспешных решений и подпускать к себе слишком близко незнакомых людей. Неблагоприятные дни мая, что не стоит делать. В лунном календаре на май 2022 года будет совсем немного неблагоприятных дней, поэтому ваши планы не должны нарушиться значительно. В эти дни не стоит уезжать куда-то надолго, спорить с родными, подвергать свою жизнь опасности безобидными на первый взгляд действиями. Обратите внимание, какие дни мая не подходят для этого, и запомните. 8 мая. В этот день может возникнуть острое желание развлечений и общения с людьми. Поэтому любые дела, связанные с финансами, лучше отложить, ведь есть риск потратить слишком много денег. Даже если вы будете чувствовать неприязнь к другим людям, постарайтесь сдержать негативные эмоции в себе. Всплеск эмоций может привести к неприятным последствиям и потере связей. 25 мая. Не занимайтесь делами, которые требуют сосредоточенности и кропотливости. Повышенная импульсивность в этот день не даст вам закончить эти дела. Не назначайте важные переговоры, ведь они могут сорваться или закончиться в невыгодном для вас свете. Будьте осторожны с острыми предметами и огнем, ведь можно очень легко нанести себе травмы. 26 мая. Начинать новые дела точно не стоит, ведь вам не хватит на них жизненной энергии. Лучше заняться более привычными делами и довести их до финала. Следует избегать конфликтов с окружающими, ведь можете потерять имеющиеся связи. Вы можете почувствовать некоторую вспыльчивость и чувствительность к словам других людей. 16 мая полнолуние. 30 мая новолуние. Это неблагоприятные дни стресса. Проявляйте, пожалуйста, заботу, внимательность и осторожность. Не рекомендуется в эти неблагоприятные дни начинать какие-то новые важные дела, и если есть такая возможность, лучше перенесите свои дела на дни растущей новой луны. Также в эти дни рекомендуется обратить внимание на свое здоровье. Теперь у вас есть целостная картина того, какие дни в мае 2022 года будут считаться благоприятными, а какие неблагоприятными, ведь в лунном календаре все расписано довольно подробно. Конечно, запомнить все это сложно, да и в этом нет необходимости. Поэтому обращайтесь к лунному календарю тогда, когда вам будет это нужно.